На четвертый день мы прибыли в Палермо, столицу Сицилии. С самого утра мы с Геннадием сделали пробежку по самой верхней 20-й палубе нашего корабля. Матросы уже вовсю драили палубы и мыли стекла. Погодой повезло. Не было жарко и не было дождя. Палермо этот город можно сравнить с плавильным котлом народов. Его история и культура настолько разнообразны, что зачастую кажутся противоречивыми. Это другая, южная Италия, совсем не похожа на северную Италию, на Доломиты. Север – это размеренность и упорядоченность, как, например, в Болонье и Милане. Но когда мы приехали в Палермо, о, мамма мия, вот это контраст! Большой плюс Палермо в том, что причал находится недалеко от города, и можно пройти пешком, и сразу попасть на туристический автобус, что мы и сделали. Автобус был открытый, без стекол, и было удобно снимать. И интересно наблюдать, как живут люди в этом городе. Палермо во многом это та самая Италия, которую ты представлял по книгам и фильмам. Хаотичная, красивая, запущенная, полная контрастов, громкая и вкусная. Познакомиться с древним Палермо предлагается с новых ворот, возведенных в конце XVI века после важной победы Карла V над турецким войском. Рядом с воротами находится Нормандский дворец, который нам не удалось посетить, потому что заседал парламент Сицилии. Небольшой, но красиво характерный сад с классической музыкой. Ты что, с ума сошел? Мне кажется, здесь что-то случилось. Я Люблю потом, но нет ни в коем случае. Ну почему? Ей, может, что-то надо? Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, Ферштейн. Все, быстренько. Главный храм Палермо – это кафедральный собор, который оставил самое яркое впечатление. Собор известен гробницами сицилианских королей и германских императоров, и к тому же он является местом пребывания мощей покровительницы города и всего острова Святой Розалии. Если в Палермо на один день, то кафедральный собор – это, конечно, достопримечательность номер один. Собор очень красив, как снаружи, так и внутри. Можно подняться на крышу, там 2 уровня, пониже и на самый верх. Внешне выглядит очень классно и красиво. Это монументальный вид, напоминающий крепость. Арабские башни и зубцы переплетения с готическими башнями и классическим куполом окунают именно в арабо-нормандские времена.
Если хотите подняться на смотровую, то придется выложить 7 евро. Но смотровая того стоит. С нее открываются потрясающие виды на старый город, площадь Палермо и горы. От этого по-настоящему захватывает дух. К тому же сам подъем наверх – это небольшое приключение. У кого клаустрофобия, тому будет очень неприятно. Это все связано с хождением по винтовой лестнице, но при этом не самое сложное, в отличие от большинства старинных городов Европы. Очень узкий проход. Я чуть не застрял, как Винни-Пух. Надо худеть. Beyond is the Residence Europe, and inside there is the Palazzo Shop, a facility in the Garma style. Одно из первых впечатлений от Палермо – это его контрастность. Трущобы соседствуют кафе, где официанты в белых фраках разносят шампанское. Рынок может бушевать буквально на ступенях барочной церкви. Вместо гаража на первом этаже может оказаться конюшня. Указатели могут быть на итальянском, арабском и иврите. Все это перемешано, спаяно, связано тысячей узлов. И распутать эти узлы, разгадывать загадки, раскрывать слой за слоем очень интересно. Палермо очень был красив, статен и популярен у европейской аристократии в начале 20 века. Вот об этих временах все еще напоминают особняки в стиле Либерти, некоторым из которых повезло быть отреставрированным, а большей части не повезло. Впечатляет также театр Массимо, который строился 16 лет, начиная с 1875 года. Изначально планировался на 3000 мест, а реально помещается около 1300 зрителей. Можно приобрести 25-минутную экскурсию по театру. Это один из самых больших не только в Италии, но и в Европе. Это красивое место в любое время года. О временах, когда мафия контролировала город, напоминает наклейки сообщества Адdio Pizzo на дверях ресторанов, говорящие о том, что дань пиццо мафии тут платить не будут. А о новых временах, радостных и многообещающих, говорят новые музеи, современные рестораны и увеличивающееся количество туристов.
Вот интересная церковь Chiesa di San Cataldo. Это один из примеров арабско-нормандской архитектуры. По внешнему виду не скажешь, что внутри католическая церковь, потому что купола здания абсолютно восточные. Главный рынок города – Вучирия, который переводится как «голоса». То есть там, где рынок, можно услышать из центра, буквально из-за шума. Работяги, покрытые пылью в ботинках, все еще жуют, подпирая стены, только что выловленные из кипящего масла оранчини. Ну, а я видел, что одетые во все лучшие сеньоры все еще приходят за свежим тунцом к своим любимым продавцам. А в уличных фонтанчиках все еще получат тряпки и моют кастрюли. На этом базарчике самая вкусная еда во всем Палермо. Facciamo un po' di vecchi arrosti, ci accomodiamo? Ragazzi, finaglia, prego! Prego, Un vecchio ponte, ciao Zango! А за рынком все очень страшно и неухоженно. И одновременно такие красивые картины на стенах. Город очень сильно пострадал во время Второй мировой войны и был разрушен бомбардировками. Это заметно. Мне интересно было пройтись по узким улочкам Палермо. Это немного напоминает Вильнюс. То, что меня разочаровало, ну и, как ни странно, безусловно понравилось Палермо, это его запущенность. У него есть очарование красивого, но сильно увядшего цветка или человека трудной судьбы, чей характер закалился в боях с жизнью. И еще мне понравилось Палермо, что это несколько восточный город. И это я говорю не только о арабо-нормандской архитектуре, которая совершенно потрясла, но о том, насколько уличная жизнь, торговля, рынки, манера общения продавцов и покупателей напоминает Узбекистан, где я был очень давно, в 1985 году. Gli spiegheremo tutto quello che riguarda a una crociera a bordo di Costa Toscana. На корабль мы вернулись намного раньше положенного времени и смогли сходить в бассейн, в ресторан. Я проведу небольшую экскурсию по Коста Тоскана. Посмотрите, как он выглядит.
Итак, какие впечатления об однодневном путешествии по Палермо? Да, Палермо – это не Милан, и не гламурная Болонья. Но город живой, безопасный, с большим количеством новых проектов свежей крови. Да, шумно, да, могло быть гораздо чище, но все гостеприимны, не очень уж бедны, ну, а мигрантов в обычном количестве. Я нахожу шарм в этой неухоженности и неустроенности, а еще большой шарм в сочетании с безумной красотой барокко и красивыми люксовыми местами. Ну, а вечером, как всегда, концерты, на этот раз очень интересные. Про Марио и про компьютерные игры. А также был концерт, посвященный Италии, с итальянской музыкой, где нам очень понравилось.
Синий лег на провода. В небе темно-синем синяя звезда. О-о-о, только в небе темно-синем. Скорый поезд мчится ночью голубой. Не за синей птицей еду за тобой, за тобой, за тобою, как за синей птицей. А я ищу ее, судьбу свою, только лишь она мне нужна. Ветер, знаешь, все ты скажешь мне. Она, где она? Ой, где она? Синий-синий ири, синий-синий ири, синий-синий ири, синий-синий ири, синий-синий ири, синий-синий на-на-лай, лай-лай. Облака качнутся, поплывут назад, как бы окунуться в синие глаза. О, лишь твои Безусловно, этот день нам очень запомнился. А я ищу ее, судьбу свою, только лишь она мне нужна. Ветер, знаешь, все ты скажешь мне. Она, где она? Ой, где она? Синий-синий ири, синий-синий ири, синий-синий ири. Замечательно, поразительно, гениально. В небе темно